Поговорим о самом популярном напитке в мире – кофе. По миру ходят разные, взаимоисключающие мнения о нем. Из чего делают кофе, как правильно заваривать, как хранить и, наконец, какой же версии верить – кофе вредно или полезно. Постараемся ответить на эти вопросы. На самом деле споры ведутся о разных напитках. Поясню. Из разнообразия кофейных растений для сбора плодов, бобов, используются только два – арабика и робуста. Внешне они трудно различимы, но разнятся по конечным характеристикам. Арабика имеет более ярко выраженный аромат и вкус, но имеет повышенную кислотность. Робуста, в свою очередь, имеет более низкую кислотность, но уступает по вкусовым и ароматическим показателям. Бобы и зерна кофе арабика более дорогой продукт, чем зерна робуста. Поэтому очень часто производители смешивают оба сорта в разных пропорциях и не всегда с целью удешевления. Респектабельные кофе-houses, кофейные дома, очень кропотливо работают над созданием смесей с максимально идеальным балансом вкуса, аромата и кислотности предлагаемого кофе. Причем из года в год этот процесс повторяется, так как не бывает урожаев с одинаковым конечным результатом, как и в винограде для вин. Одно и то же вино из года в год разное. Также и с кофейными плодами. Причем смешивают не только арабику с робустом, но ту же арабику с арабикой из разных источников. К примеру, для достижения требуемого баланса такой бренд, как Мауро, один из моих самых любимых, закупает зерна из 40 разных стран. А самый крупный из коммерческих итальянских брендов Или делает закупки в 70 разных странах. И каждый год группа дегустаторов работает над созданием своих фирменных смесей блендов. Но собрать бленд – это еще не все. Архиважно и то, как кофейные зерна обрабатываются и упаковываются. Источник вкуса и аромата в кофе – кофейное масло. По-моему, если не ошибаюсь, оно относится к эфирным. Под микроскопом можно увидеть. Кофейное зерно состоит из плотной, нерастворимой в воде субстанции, разделенной на множество микрокамер, и напоминает морскую губку или пемзу. Внутри и на стенках этих камер и находится масло. Для того, чтобы масло использовать, его необходимо сначала извлечь из этих самых камер. Для этого используют специальные грайндеры, кофемолки бурового типа, по-английски burr grinder, использующие буры, а не ножи. Буры бывают плоские или конической формы. Самые крутые – конические. Классическая кофемолка с ножами не годится. Задача не порубить зерно на мелкие гранулы, а растереть его, то есть раздавить все микрокамеры и получить доступ к маслу. Но сырое масло не имеет изысканного вкуса сваренного кофе. Его необходимо предварительно карамелизировать, то есть поджарить до нужной кондиции. Как бы просто это ни звучало, это очень сложный и важный процесс. На этом процессе многие производители, особенно работающие на больших количествах, дают сбой, и их продукция превращает ароматные кофейные зерна в груду безвкусных горошин с сильным запахом горелого или лежалого. Один из ярких тому примеров – зерна от компании Starbucks. Кофейные гурманы обходят эти кофейни за версту. Наличие огромного количества Starbucks заведений говорит только о том, что у других дела обстоят еще хуже. Хотя в последние 10-15 лет ситуация с хорошим кофе в кафе и ресторанах по всему миру, особенно в России, заметно улучшилась. Вернемся к процессу поджаривания. Самых лучших результатов в этом добились итальянцы. Это и неудивительно, зная их отношение к еде. Итальянская кухня славится своим совершенством, а их главный секрет – это баланс и качество продуктов. Знаю это не понаслышке, так как много лет прожил в Италии и имел возможность сравнить это и по регионам Италии, и с другими странами. Так вот, зерна должны обжариваться на очень низкой температуре и максимально долго. Таким образом, масло не подгорает, а карамелизуется. Как, например, карамелизация лука. Наверное, вы знаете, если насыпать в полную кастрюлю с максимально толстыми стенками желательно нашинкованного лука и немного оливкового масла,
плотно закрыть крышкой и оставить на минимальном огне на несколько часов, периодически помешивая, то в итоге вы получите пару столовых ложек ароматнейшего сладкого лукового джема, также и с кофейным маслом. После карамелизации зерна нужно очень быстро охладить, так как жареные зерна имеют очень короткий срок хранения, и максимально быстро упаковать в коммерческую упаковку. Самое правильное использовать для упаковки и хранения кофе металлизированные изнутри пакеты со встроенным воздушным клапаном. Кофейные зерна выделяют газ, и нужно иметь возможность удалять его, не запуская при этом обратно в пакет воздух. Это делается легким нажатием на пакет. При этом можно понюхать и определить качество зерен внутри. Хороший кофе пахнет кофе и карамелью. Плохой будет иметь запах, сильный запах горелого или слабый запах лежалого. Так как срок хранения у кофе ограничен, всегда смотрите на дату на упаковке и срок хранения. С выбором кофе определились. Теперь как хранить кофе дома? Лучше всего покупать кофе в зернах и самому молоть его по мере необходимости. После того, как вы открыли пакет, взяли необходимое количество для перемалывания или заправки в грайндер, не пересыпайте зерна в другую емкость. Храните их в том же пакете, плотно закрытом, без воздуха внутри. Для уплотнения можно использовать липкую ленту типа скотч. И все это в холодильнике. Не в морозилке, повторю, а в холодильнике. Таким образом, ваши последние зерна в пакете будут иметь тот же вкус, что и первые. Если же вы оставите пакет в приоткрытом виде при комнатной температуре, 3-4 дня и ваш кофе потеряет все свои качества. По той же причине не стоит заправлять ваш грайндер, отдельно стоящий или встроенный в суперавтоматик эспрессо-машину, на более чем 2 дня пользования, а лучше на 1. Закон. Чем чаще грайндером пользуются и заправляют свежаком, тем лучше кофе. Уровень помола каждый определяет для себя сам. Это также зависит от способа заварки. Их существует множество. От холодной, капающей, так называемой cold dripping кофе, до горячего дриппинга или до горячего под давлением экстракта, называемого эспрессо. А также French press, заваривание вручную в турке, заваривание под небольшим давлением в мока-кофеварке гейзерного типа и другие. Но, конечно, самым эффективным способом заварки я бы назвал эспрессо-машину. В ней вы получаете экстракт кофейного вкуса и аромата с плотной нежной пенкой сверху. Экстракция проходит при температуре 190 градусов Фаренгейта, это где-то 88-90 Цельсия, и давление не ниже 9 атмосфер. Полученный экстракт является базой для десятков других популярных кофейных напитков, из которых основных всего около 9. Но всегда в основе идеальная порция эспрессо. Эспрессо-машины бывают ручные, полуавтоматические, автоматические и суперавтоматические. Есть еще и отдельный класс ручных машин рычажные, где давление достигается путем выжимания рычага, lever. Они так и называются на Западе lever машины. Итальянцы делают эспрессо в эспрессо-чашку, толстостенную фарфоровую чашечку, и порция на 1 глоток. Двойной эспрессо всего лишь пол такой малюсенькой чашечки и всего 2 глотка. Толстые стенки служат теплоизоляцией, чтобы ваш эспрессо не успел остыть. На то, чтобы выпить ваш эспрессо, у вас есть не более 5 минут. А лучше залпом сразу. Дело в том, что эспрессо очень быстро теряет свои вкусовые качества и лечебные свойства. Первые 2 минуты кофе очень вкусный и очень полезный. От 3 до 5 минут он уже не такой приятный, начинает горчить и теряет всю свою полезность. А после 5 минут превращается в горький канцероген. Поэтому кофе нужно пить только свежезаваренный, и чем меньше порция, тем вкуснее и полезнее. То есть, когда люди спорят, кофе вреден или полезен, когда свежесваренный в течение первых 3 минут, после этого он либо бесполезный, либо вредный. А самый нездоровый способ заварки – это очень распространенная в офисах и гостиничных номерах
кофеварка с большой емкостью и подогревом. Если ничего другого нет, то это можно использовать. Сварите себе одну порцию и выпейте сразу. Сделайте себе одолжение. Не пейте булькающую по полдня кофейную жижу. Итак, если вы решите попить эспрессо, то для этого нужна эспрессо-машина. Их сегодня на рынке превеликое множество. Лучшие машины, конечно же, коммерческого типа. Те, что вы видите в кафе и барах. Благодаря большому объему бойлера и контролю за давлением и температурой, у них есть возможность выдавать сколько угодно порций эспрессо подряд, без потери времени и снижения качества напитка. Домашние машины имеют маленький бойлер и не могут поддерживать нужное давление на постоянной основе. На практике вы можете приготовить неплохой эспрессо для одного или максимум 2 человек при наличии холдера на 2 чашки. Если же нужно сделать 3 чашки и более для своих гостей, например, то вы сталкиваетесь с проблемой. Машина теряет температуру и давление, и нужно ждать, пока все восстановится, а это очень долго и неудобно. В этом плане суперавтомат будет более эффективным. В них кофе мелится до заданной кондиции, отмеривается заданная порция, правильно утрамбовывается в холдер и выдает эспрессо. А потом используемый кофе выбрасывается в дампстер. То есть такие машины полностью исключают работу баристы-оператора, которая очень важна сама по себе для процесса. А также упрощается процесс чистки. Но такие машины значительно дороже. Удачным выбором может стать машина, работающая на капсулах. Это мой выбор. Капсула – металлический контейнер с уже перемолотым и подготовленным к заварке кофе. Все, что нужно, это открыть машину, положить капсулу внутрь, закрыть и нажать кнопку экстракции. Количество кофе в чашке можно программировать или регулировать вручную. Как только налилась ваша порция кофе, ваша машина уже сразу готова для следующего захода. При этом сами машины значительно дешевле суперавтоматов. Давайте продемонстрирую весь процесс. Засекайте время. Заметьте, машина холодная. На первую чашку уходит около 20 секунд. Каждая последующая и того меньше. А главное, вы получаете отличный эспрессо. Производители предлагают огромный выбор кофе на все вкусы, включая декофенированные варианты, то есть с пониженным содержанием кофеина. Сами капсулы дороже, чем кофе в зернах или молотый. Но удобство хранения, нет необходимости держать капсулы в холодильнике и следить за герметичностью. Простота пользования и качество вашего эспрессо на уровне коммерческих машин того стоит. Многие задают вопрос, можно ли покупать ароматизированный кофе. Ванила, хазелнат и прочее. Мой ответ – нет. Логика производителей кофе простая. Если вы готовы покупать ароматизированный кофе, значит аромат и флейвор настоящего кофе вам не важен. Поэтому берут самые залежалые зерна или неудачные бобы, попросту то, что надо было бы отправить в отходы. И замешивают туда так называемые natural flavors, то есть химически полученные ароматические эссенции. Это касается и других продуктов, например, оливковых масел. Хотите легкой ароматизации? Добавьте себе прямо в чашку несколько капель вашего любимого ликера или натурального ароматизатора, как, например, апельсиновая корочка или ягодный сироп. Лично я шоколадоголик. Поэтому для себя я делаю эспрессо с добавлением органического какао и немного домашнего экстракта ванилы. В магазинных очень много химии и воды. В моем стручки ванили, настоянные на роме, и все. И для усиления вкуса маленькую щепотку соли. Вместо сахара рекомендую взять кусочек вашего любимого шоколада и давать ему таять во рту под воздействием эспрессо. И тогда вы поймете, почему кофе – самый популярный напиток в мире.
всем всего доброго. Не болейте, наслаждайтесь жизнью. Подписывайтесь на канал и до следующих встреч.